Всем привет, с вами Ксюша, и вы на канале Креативный слой. Посмотрев это видео, вы узнаете, как сделать такую декоративную штукатурку своими руками. Я раскрою все секреты создания градиента из бархата и расскажу о работе с трафаретами. Эти знания помогут вам превратить обычные стены в произведение искусства. Перед началом работы обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Для сегодняшнего вида декора потребуется поверхность, подготовленная как под покраску. Это может быть финишная шпаклевка, которую необходимо прогрунтовать перед работой, или же, как в моем случае, малярный стеклохолст, окрашенный двумя слоями вододисперсионной краски. Декоративная штукатурка у нас будет стыковаться с уже окрашенными стенами, поэтому место стыка двух материалов я проклеиваю малярным скотчем. Вот таким образом. И сразу окрашиваем край ленты тем же самым цветом, в который уже покрашены наши стены. Так необходимый цвет краски затечет под край ленты, и после ее снятия мы получим идеально ровный край. Теперь можно приступить к созданию градиента. Для этого я буду использовать краску лайнер торговой марки Rusdecor. В этой банке у меня 2 кг белого цвета, еще 1 кг темного я разделила на 5 равных частей. Номер этого цвета по каталогу Симфония J461. Беру одну часть бежевого цвета и переливаю его в белую. Таким образом мы получим самый светлый цвет нашего градиента. Теперь необходимо размешать материал. Удобнее всего это сделать маленьким венчиком. Устанавливаю его в шуруповерт и получаем отличный миксер для краски. Это очень удобно. Хорошо перемешала краску и переливаю ее в ванночку. Много материала нам не понадобится. Линия в этом цвете будет всего лишь одна, шириной примерно в 1,5 валика. Для работы лучше использовать валик со средним или коротким ворсом. Так будет легче контролировать количество наносимой краски. Градиент я сделаю двойной с переходом от светлого к темному, вверх и вниз. Самый светлый цвет у меня будет располагаться примерно в метре от пола. Выставляю уровень и приступаю к окрашиванию. Расход краски для создания градиента примерно 140-150 грамм на квадрат. Закончили с первым цветом и переходим ко второму. Беру следующую порцию темного цвета и добавляю в основной. Постепенно затемнять краску можно таким методом, который использую я, а можно при помощи универсальных колорантов. Добавлять их лучше при помощи шприца, чтобы контролировать дозировку и в будущем при необходимости можно было повторить цвет. Перемешала краску и переливаю ее в ванночку. Вы видите, какой приятный светло-бежевый оттенок у нас получился. Он примерно на полтона темнее предыдущего, так и должно быть. Хорошо, далее приступаю к нанесению второго цвета с небольшим отступом от первого, примерно в 5 см. Лазерный уровень уже не нужен, просто двигаюсь валиком вдоль первой самой светлой полосы. Вот так. Покрасила еще один участок, и пока краска сырая, натягиваю ее на другой цвет, делая легкую растушевку. Нанесла второй оттенок, далее постепенно затемняя краску, наношу третий, четвертый, пятый цвет. После полного высыхания краски поверхность необходимо слегка прошлифовать 240 наждачной бумагой, а затем удалить пыль при помощи тряпочки. Это я уже сделала за кадром. Сейчас приступаю к нанесению бархата торговой марки Rusdecor. Посмотрите, как красиво он выглядит даже в банке. Хорошо видно, насколько материал густой и каким нежным бархатистым блеском он обладает. Rusdecor — это ваш лучший помощник по превращению обычной стены в произведение искусства. В описании под видео обязательно оставлю все необходимые ссылки. Переходите по ним и приобретайте качественные материалы, которые помогут создать вам уют и неповторимый стиль вашего дома. Бархат, так же как и краска лайнер, у меня в двух цветах. 3 кг белого неколированного и 1,5 кг темного в цвете J461, который я уже разделила на 7 равных частей. И постепенно буду добавлять к неколированному бархату по аналогии с краской. Таким образом мы получим плавный переход градиента. Начинаю я нанесение с белого бархата, и это будет самый светлый цвет нашего будущего градиента. Наносить бархат удобнее всего пластиковой кельмой. Металлическую лучше не использовать, так как она может оставлять темные следы. Набираю небольшое количество материала на кельму вот таким образом и приступаю к нанесению. Никелированный бархат наношу туда, где у нас самый светлый оттенок градиента. Делаю полоску шириной сантиметров 30-40. В процессе нанесения обязательно оставляйте неровные края. Так в дальнейшем будет проще состыковать следующие цвета. Бархат наносим разнонаправленными хаотичными движениями, толщиной примерно в 1 мм. Если где-то немного просвечивает основа, ничего страшного, так и должно быть. Доделала первую самую светлую полосу и приступаю к колировке следующего цвета. Беру первую часть темного и добавляю ее в белую.
При таком нанесении, как у нас, расход бархата составит примерно 270-300 грамм на квадратный метр. Рассчитывать необходимый объем материала на вашу площадь нужно, исходя из этих цифр. Также у Русдекора можно заказать небольшие объемы материалов в разных цветах. Это очень удобно. Хорошо перемешала материал и набираю бархат на кельму. Много за раз брать не нужно, такого количества будет вполне достаточно. Также нам понадобится распылитель с водой. Начинаю наносить второй цвет чуть выше первого, делая на него небольшой нахлест, вот таким образом. Смачиваю сразу кельму и растираю место стыковки двух первых оттенков, чтобы переход был более плавным. Закончила со вторым цветом, нанесла его сверху и снизу. Далее приступаю к третьему оттенку, он у меня уже заколерован. Распределяю кельмой основное количество бархата чуть выше предыдущего оттенка, а после начинаю делать переход, создавая вот такие наплывы. Главное, чтобы они были как можно более хаотичными и рваными. Слегка смачиваю кельму водой и растираю место стыковки цветов. Немного захожу на темный цвет и опять спускаюсь к более светлому, делая равномерный переход. Таким же образом добавляю 4, 5, 6 и 7 цвет. Последний, самый темный оттенок, наносится в стык с потолком. Начинаю наносить 8 цвет сверху вниз, плавно растягивая бархат от потолка. Обязательно делаем наплывы на более светлый участок, это самое важное. Если нам нужно сделать градиент на большой стене, то это лучший способ. Здесь не нужно колеровать бархат сразу во все цвета и наносить их одновременно. Закончила с нанесением бархата и оставляем его до полного высыхания в течение 24 часов. Бархат полностью высох, и теперь можно приступать к работе с трафаретами. Один из них я уже разместила на стене, и заполнять буду декоративным покрытием с эффектом драгоценного жемчужного блеска под названием парча. В сравнении с бархатом этот материал имеет гораздо больше блеск, поэтому он хорошо подойдет для работы с трафаретами. Узор получится более ярким и будет играть разными оттенками в лучах света. В работе с трафаретом я использую поролоновый валик, но также подойдет и обычная губка. Набрала небольшое количество материала на валик и начинаю прокрашивать трафарет. Торопиться здесь никуда не нужно, делается все очень легко и просто. Заполнила трафарет и снимаю его. Первый наш листочек готов. Смотрится отлично. Размещаю трафарет дальше по стене, немного меняя его наклон. Надежно закрепила и прокрашиваю валиком. Вы можете сделать трафарет сами или перейти по ссылке в описании под роликом и заказать готовый. Закончила с размещением первого варианта листьев, отпечатав рисунок с одной и с другой стороны, чтобы он был более разнообразный. Пока трафарет новый, на нем есть защитная пленка, которую я не рекомендую снимать сразу, а лучше тогда, когда вы уже запачкали одну из сторон трафарета. Просто берем, стягиваем пленку, и у нас снова чистый трафарет. Следующий трафарет у меня будет более крупный, состоящий из двух частей. Первую часть я уже разместила на стене. Обратите внимание вот на это соединение. Здесь я прикрываю веточку листа крупным листом, чтобы композиция смотрелась более целостной. В этом видео я использую теплые бежевые оттенки. Вы же можете выбрать свои любимые цвета, которые подходят к вашему интерьеру. Думаю, такой вариант декора стен, к примеру, в нежных зеленых цветах будет смотреться замечательно, особенно в сочетании с узорами листьев или другими вариантами различных растений. Закончила с нижней частью нашего двойного трафарета и перехожу к верхней, состыковывая ее вот таким образом. При желании можно сделать узор листьев с градиентом. Там, где основа светлее, начинайте прокрашивать трафарет более темным оттенком и постепенно осветляйте рисунок в верхней части. Такой вариант будет смотреться интересно. С темными листьями я закончила, теперь добавим белых и объемных. Для этого я буду применять декоративную штукатурку римини. Если вам требуется другой цвет, можете заколеровать римини при помощи универсального колоранта. Трафарет размещаем выше по стене, чтобы белые листья переходили плавно к потолку. Там у нас самый темный цвет градиента, и светлые листья позволят сделать состыковку темного бархата и белого потолка более плавным. При этом вверху стены будет максимальный контраст основания и узора трафарета. Хорошо заполнили и снимаем. Чтобы не затягивать видео, все белые узоры я сделала за кадром. После того, как материал высох, нужно прошлифовать вершины нашего узора при помощи 240-го абразива. На этом этапе мы убираем крупные дефекты и места стыков двухсоставного трафарета. Если нет шлифовальной машинки, то можно сделать это вручную. Выровняла вершины трафарета, далее беру шпатель и подглинцовываю их.
Шпатель держим под углом 30-40 градусов и со средней силой нажима приглаживаем фактуру, пока на ней не появится блеск. Таким образом заглинцевала все объемные листья, и сейчас можно снять малярный скотч. Как я и говорила, у нас получается идеально ровный стык краски и декоративной штукатурки. А теперь можно полюбоваться получившимся результатом. Мне нравится, как узор листьев смотрится на градиенте из бархата. Все оттенки декоративной штукатурки очень гармонично сливаются в единую композицию и привносят в помещение тепло и уют. Вы можете экспериментировать с цветами и делать подобный узор стен в холодных голубых оттенках или же в теплых розовых. Только вам решать, какой вариант лучше и больше подходит к вашему интерьеру. В любом случае, такой декор стен будет смотреться очень интересно. Обязательно подписывайтесь на мой канал и приобретайте качественные материалы по ссылкам в описании. Всем творческих успехов и до новых встреч на канале Креативный слой!